Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать рассказ Эрнеста Сеттон Томпсона «Мальчик и рысь», смотрите это видео. Это история о том, как один парень вынужден был бороться за свою жизнь с диким хищником. Мальчик Торнберн очень любил охоту. Сегодня он охотился на диких голубей. Один из них отделился от стаи, и Торнберн выстрелил. Почти одновременно раздался еще один выстрел. Птица упала на землю. Ее поднял парень. «Эй, Корни, это моя птица!» «Нифига, моя! Я ее подстрелил!» Они осмотрели голубя. Оказалось, что оба парня в него попали. Бывает. Корни был старшим сыном в большой семье. Он решил жить сам и снял участок в лесу. Вести хозяйство ему помогали две сестры – Маргет и Лу. Торнберн жил у них в гостях. Вокруг ни души, только они вчетвером. Дело в том, что Торнберн недавно перенес тяжелую болезнь. Его родные отправили пожить парня в лес, чтобы он там повзрослел. Корни уходил из дома рано утром. К полудню возвращался на обед и снова уходил на пашню или сенокос. Торнберн слонялся по лесу. В лесу была огромная старая ива. Ее ствол повалился, и в нем жила рысь со своими детками. Рысь была худой и вечно голодной, потому что кролики и куропатки повымирали. Сейчас она изредка могла поймать белку, ужа или лягушку. Однажды она услышала какие-то незнакомые звуки, приблизилась и увидела большой дом, а рядом бегали разноцветные птицы, похожие на куропаток. «Еда», – подумала рысь, – «много еды». Она в течение часа потихоньку продвигалась к куропаткам, чтобы они ее не заметили. Наметила одну белого цвета и следила за ней. Ну а потом прыгнула. Птица даже не успела понять, что произошло. Рысь побежала в лес и там увидела мальчика. Она не любила людей, знала, что ничего хорошего от встречи с ними не бывает. Они смотрели друг на друга. А потом рысь прыгнула в кусты и побежала кормить своих деток. Торнберн вначале далеко в лес не заходил. Для него ориентиром был звук топора Корни. Если он не слышал его, значит нужно было возвращаться. Но с каждым днем он пробирался вглубь все дальше и дальше. Ориентировался по солнцу и компасу. Ружье всегда было с собой. Однажды мальчик увидел в лесу сломанный ствол огромной ивы. А чуть дальше от нее на сосне он увидел медведя. Вот она, проверка на смелость, о которой он давно мечтал. Он присмотрелся. Это был медвежонок. Значит, медведица была где-то рядом. Торнберн выстрелил. Животное упало на землю. Это был не медвежонок, а крупный дикобраз. В другой раз он почему-то не взял с собой ружье. В лесу мальчик увидел большую рысь. У нее в зубах была белая курица, которую Торнберн узнал. Он пожалел, что у него не было с собой ружья. Рысь убежала. Лето было дождливым, потому земля в лесу была сырой, и на ней хорошо были видны следы. Как-то Торнберн увидел следы, похожие на свиные. Он пошел по следам. Вскоре он увидел лань с ее детенышем. Животные тоже заметили его и быстро убежали. Другим разом Торнберн встретил лань-маму и готов был выстрелить в нее. Но ему ее стало жалко. Лань убежала. Мальчик еще раз увидел рысь в лесу. Он оказался у той ивы. Там играли большие котята. Когда он потянулся за ружьем, то услышал рядом рычание рыси. Она была с мертвым детенышем лани. И на этот раз они разошлись. Прошло 6 недель. Как-то утром было видно, что Корни сильно заболел. Несмотря на летний день, его лихорадило. У него был сильный жар. Сестры ухаживали за ним. За 10 дней Корни очень похудел, и сил работать у него не было.
Когда стало чуток легче, он сказал, что съездит к матери, она точно его поставит на ноги. Не прошло и 2 дней, как все трое, сестры и Торнберн, слегли с еще большей лихорадкой. Через неделю Маргет уже не могла встать с постели, Лу еле передвигалась. Торнберн был в самом лучшем состоянии, потому он готовил есть на всех. Корни не возвращался. Лу, как и Маргет, тоже слегла. В хижине оставались только чай и мука. Из ружья Торнберн подстрелил одну из кур, а потом сварил ее. 3 дня они втроем прожили на этой курице. Мальчик снова пошел за курицей. Ружье стало для него очень тяжелым. Он несколько раз выстрелил, прежде чем попасть. Осталось всего 3 патрона. Да и куриц стало мало. Раньше их было больше 12, теперь было 4. Через 3 дня была уже всего 1 курица. Ему удалось ее завалить. Патронов не осталось. А корней все не было. И вот теперь стало очень страшно. Силы заканчивались уже и у Торнберна. Кур не осталось. Однажды мальчик проснулся и увидел у своей постели рысь. Она пила его воду. «Наверное, снится», – подумал он. Но нет, хищник был реальным. Рысь походила по комнате и ушла. Торнберн понимал, что другим разом, когда рысь придет и не найдет еды, то спокойно возьмется за больных людей. Потому он для защиты взял острогу. Рысь пришла. Торнберн приподнялся на кровати. Рысь залезла на стол и приготовилась к прыжку. Сил поднять острогу не было, но мальчик был настроен решительно бороться за свою жизнь. Рысь прыгнула, но не на мальчика, а под кровать. Там ее Торнберн и достал острогой. Зверь рычал и шипел, а потом убежал прочь. Отдав на борьбу все свои силы, мальчик свалился без чувств. Очнулся от того, что кто-то на улице громко их звал. Это был Корни. Здоровая пища, уход и лекарства вскоре поставили всех на ноги. Месяца через 2 сестрам понадобилась новая бочка. Торнберн сказал, что знает, где найти дерево для бочки. Он с Корни пошли к огромной иве. В конце дупла они нашли высохшие тела 2 рысят. Они лежали рядом с матерью, в боку которой торчал обломок старой остроги. Вот такая история, друзья.